Какие петличные микрофоны лучшие? Те, что стоят недорого. Да еще и беспроводные, да еще без батареек, чтоб на аккумуляторах, да еще компактные. А еще, чтоб качественные и непременно двухканальные. И да, с защитным кейсом для переноски и хранения. И чтоб все это не дороже 100 баксов. Улыбнула? А вот зря. Возможно, мир уже никогда не будет прежним. Этот крошечный беспроводной петличный микрофон я откопал на просторах AliExpress, и он умудряется отвечать всем этим требованиям. Встречайте, Yechuang VM500X2. А с вами снова я, меня зовут Александр. Сегодня у нас распаковка, обзор и тест системы из двух беспроводных петличных микрофонов и приемника. Это двухканальные беспроводные петличные микрофоны, то есть в комплекте сразу два передатчика и только один приемник, специально для двух говорящих человек в кадре. Эти беспроводные петличные микрофоны в России пока, наверное, не продаются, и это неудивительно. Вы посмотрите на название фирмы-производителя. Его крайне сложно прочитать правильно, но я попробую. Yechuang VM500X2. Да, ассоциируется оно больше с подвальными китайскими производителями. И это несмотря на тот факт, что эта фирма производит уже не первые петличные микрофоны. Некоторые из них достаточно известны, например, LM10. Но вот если бы этот комплект имел броское англоязычное название, то коммерческий успех у производителя был бы ошеломляющий. Но это я забегаю вперед. Давайте все по порядку. Раскрываем лезерменом посылку с AliExpress. И что внутри? А внутри вот такая коробочка с изображением комплекта беспроводных петличек. С другой стороны описанием на английском языке. И еще есть рекламная надпись «Профессиональные беспроводные микрофоны». Лезем вовнутрь. Помимо двухканальной радиопетлички продавец положил бонусом две меховых ветрозащиты Dead Cat для микрофонов. Вернемся к ним позже. Вытаскиваем содержимое, а там, о боже, за эти деньги еще и специальный кейс для хранения и транспортировки. Так, а что внутри? Открываем. Вау, как всего много. Но начнем с инструкции. Она на китайском и английском языках. Из неудобств отсутствие русского языка, как в интерфейсе, так и в инструкции. Все на английском языке. Для меня это не проблема, но есть люди, которые привыкли исключительно к своему родному языку. Здесь же можно видеть заявленные изготовителем характеристики. Да, на бумаге выглядит неплохо, протестим как в деле. А пока посмотрим, что еще есть в комплекте. Два передатчика, один приемник, два петличных микрофона с трехпиновыми разъемами, кабель для подключения приемника к камере, трехпиновый, штекера заботливо сделаны Г-образными, угловыми, чтобы не торчать далеко из камеры и приемника. За это отдельное спасибо, это намного удобнее и безопаснее для оборудования. Тут же специальный переходник с 3 пин на 4 пин для работы с телефонами. И еще 3 белых USB проводка для зарядки приемника и двух передатчиков одновременно. Ну и, конечно, кейсик с вырезами в поролоне под каждое из устройств, так что можно не бояться уронить. Плюс есть кармашек для проводов. Все это закрывается на молнию. Удобно. Ну и замеры кейса для понимания габаритов. 18 см на 21 см. Так, чего-то не хватает. Да, в комплекте нет блоков питания. То есть для зарядки есть только кабелечки. Это не страшно, поскольку полно блоков питания от телефонов и прочей техники. Рассмотрим беспроводные петлички поближе. Что здесь? Защитные пленочки, вероятно для транспортировки. Кстати, уже зацарапанные. Мы их аккуратненько снимаем. Конечно, я буду пользоваться и уж тем более демонстрировать вам передатчики и приемник без пленочек. Как говорится, такими, какими они родились. Корпус со всех сторон пластиковый и с лицевой стороны тоже. Хоть под ним и находится небольшой дисплей. Наверное, было бы лучше, если бы было хоть какое-нибудь стекло, но нет, это пластик. Посмотрим, как много царапин появится за время теста и использования. А я уверен, появится. Конечно, глянцевая поверхность заляпывается от жирных рук и при определенном наклоне смотрится не совсем презентабельно. Но это же не телефон, петличной радиосистеме простительно отчасти. Ну и теперь хочется их похвалить. Во-первых, за дизайн, а во-вторых, за компактность и легкость корпуса. Поэтому вернемся к внешности. Выглядят и ощущаются эти петличные радиомикрофоны, наверное, раза в 3 дороже, чем стоят на самом деле. Судите сами. Маленькие, легкие, корпус, конечно, пластик, но благодаря ему они почти ничего не весят. Размер самих передатчиков 40 мм на 73 мм.
совсем небольшие, как размеры, так и вес, в сравнении, например, с Saramonic. А значит, их проще спрятать под летней одеждой, засунуть в карман или за пояс. Вот только, может быть, для больших людей с огромными ручищами пользоваться ими будет не совсем удобно. Сзади у передатчиков металлический прижим для крепления за пояс или за ремень. Ничего выдающегося, но держать, я думаю, будет. Приемник же оснащен, помимо такого же держателя, крепежом под горячий башмак камеры. Вот с таким прижимным колесиком. Держит хорошо, не болтается. Поскольку приемник легкий и ничего не весит, его можно крепить и на стабилизатор. Будет ли раскачивать антенна? Ну, сомневаюсь. У меня работает отлично, хоть я и все равно стараюсь крепить его за станину стабилизатора, а не на камеру. И как-то у нас все очень позитивненько, радужно и замечательно. Вы не находите? Сейчас все изменим и перейдем на темную сторону устройства. Недочеты здесь есть. И связаны они не только с долговечностью и крепкостью устройства. Назвать эти устройства профессиональными весьма сложно, так как профессиональное подразумевает долговечное, неубиваемое, а эти легко раздавить, разбить, зацарапать и просто сломать. Если у вас на площадке суета, скорость, и они нечаянно попали вам под левый ботинок, им может прийти конец. Ну и, конечно же, возможны непредвиденные радиопомехи, хоть их и можно избежать, изменяя частоту на передатчике. И это уже не говоря о времени работы от одного заряда аккумулятора. Но к этому вернемся позже. Давайте рассмотрим сами петличные микрофоны поближе. Они выполнены из металла, как сам капсуль, так и зажим и держатель. И это хорошо. Но они имеют немаленький размер и будут сильно заметны на лацкане или рубашке. Длина капсулы 25 мм. Диаметр 7 мм, длина зажима 35 мм, длина кабеля 112 см, штекер прямой, трехпиновый, длиной 32 мм, толщина кабеля 2 мм. И да, никакой водозащиты у приемников и передатчика нет, поэтому со съемкой во время дождя будут проблемы. Либо приемник придется чем-то накрывать и как-то спасать от воды, либо отказаться от съемок. Однако хочу поставить большой плюс антеннам, которые весьма долговечны на первый взгляд. Смотрите, они свободно гнутся в любом направлении и также выпрямляются. Непонятно, с какой силой их надо перегнуть, чтобы они порвались внутри. В любом случае, на мой взгляд, это весьма изящное решение. Большинство подобных систем имеют твердые антенны, перегнуть и сломать которые намного проще. Значит, износоустойчивость антенн данного беспроводного микрофона – это плюс. И, кстати, длина этой антенны 9 см. Вот только в изогнутом виде выглядит это не очень презентабельно. Зато долговечно. И в итоге получаем полный комфорт в повседневном использовании. Работает этот беспроводной двухканальный петличный микрофон в УКВ-диапазоне на ультракоротких волнах, что, как по мне, немного лучше, чем системы, работающие в Wi-Fi диапазоне, которые норовят прервать сигнал, как только пропадает прямая видимость передатчика. Диапазоны частот для канала А и канала Б различные и указаны на экране. Каждый передатчик может перемещаться по 5 непересекающимся фиксированным частотам. Это может стать полезно, если вы снимаете в загруженном эфиром месте и на выбранной вами частоте появляются помехи. Тогда вы выбираете другой канал, на котором нет помех, и вуаля! Когда я начал готовить этот обзор и полез в мануал читать характеристики, мои глаза заметно округлились, увидев, что тут нет разделения по каналам. Почему я был уверен, что каждый микрофон будет записываться в свой канал, непонятно. Но не тут-то было. Эти петлички пишут только сведенный звук с обеих петель в одну стереодорожку. Видимо, именно поэтому каждый из передатчиков имеет свой уровень громкости, что хоть как-то выручает при работе с двумя корреспондентами в кадре. Если один человек в кадре говорит громче, то просто убавьте немного громкости его петли. И если кто-то говорит недостаточно громко, просто прибавьте ему немножко громкости. Прослушайте перед записью, чтобы оба голоса звучали по громкости приблизительно одинаково. Благо, промониторить возможность есть прямо в системе, так как приемник имеет отдельный выход на наушники. Подключаем и прослушиваем звуковую картину от обоих говорящих. При этом задержка звука при мониторинге в наушниках минимальная. Экраны маленькие, размером 2 см на 2 см, но читаемые и понятные, особенно синий. На них отображаются частота, на которой работает передатчик, состояние его аккумулятора и, собственно, промаркирован сам канал А или Б. Мне было больше интересно, как будет вести себя такой экранчик на солнце, будет ли на нем что-то видно. И мои опасения, к несчастью, оправдались. Экран тусклый на солнце и плохо читаем. Конечно, в помещении и в тени видно на нем намного лучше. Так как всем этим пользоваться?
Нажимаем на кнопку питания сбоку и удерживаем 1 секунду. Канал А имеет синюю подсветку, и на экране указано, что это канал А. Канал Б оранжевую. Это позволяет быстро определить, где какой передатчик. Ну и пояснительная наклейка есть на каждом передатчике сверху. Нажатие на кнопку по центру лицевой панели приводит к изменению частоты, на которой будут сопряжены передатчик и приемник. Надо отметить тот факт, что синхронизация происходит автоматически и не вызывает дополнительных потерь времени, и это здорово. При коротком нажатии на кнопку питания переходим в режим управления громкостью микрофона передатчика. Он регулируется от 0 до 10. Кнопки муты здесь нет, но можно выключить звук за счет уменьшения громкости до 0. На приемнике есть гнездо для вывода линейного сигнала на камеру или телефон, а также гнездо для подключения наушников, что неоценимо с такими камерами, как Sony 6300 или Sony 6400, из-за отсутствия у них выхода на наушники. Теперь есть возможность промониторить звук. Также здесь есть встроенная система шумоподавления на каждом из передатчиков и механический переключатель для приведения ее в действие. Во время теста обязательно попробуем, в чем отличие. Эти беспроводные петличные микрофоны уже имеют встроенные аккумуляторы, поэтому нет необходимости закупаться на каждую съемку большим количеством пальчиковых батареек. К тому же есть возможность работы всего этого от пауэрбанков. И это неоценимо, с учетом того, что встроенных аккумуляторов хватает только на 3 или 4 часа работы, хотя в большинстве случаев этого достаточно. Давайте уже посмотрим, на что они способны. Тест. Сейчас вы слышите необработанный звук этих петличных микрофонов, записанных в камеру Sony A6400. Почитаем наш сумасшедший отрывок из Ильфа Петрова. Цитата. «Рассупонилось красно солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился. И немного тишины, чтобы услышать собственные шумы системы. Попробуем включить встроенную систему шумоподавления. Цитата. «Рассупонилось красно солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился». Что-то, конечно, меняется, но назвать ее прямо шумоподавлением я бы не решился. В любом случае, хорошо, что это есть. Что скажете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Давайте ее выключим. Теперь сравним со звучанием петличного микрофона JK, который сам по себе стоит только в половину дешевле, чем вся эта двухканальная система. Однако у него будет преимущество. Он будет воткнут прямо в камеру. Цитата. «Рассупонилось красно солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился». И тоже немного тишины. Поскольку есть возможность подключить к передатчикам другие трехпиновые петличные микрофоны, я не мог этим не воспользоваться. Слушаем петличный микрофон JK, подключенный к передатчику Yichuang. Цитата. «Рассупонилось красно солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку». Странное поведение. Вместе с тем, обратите внимание на относительно низкий уровень собственных шумов всей системы. А вот собственные шумы с микрофоном JK по странной причине были выше, чем с комплектными. Ну и, конечно, раз в комплекте идут два петличных микрофона вполне хорошего качества, многим, как и мне, может прийти идея подключить их напрямую к камере. И я так решил протестить, но тут обнаружил любопытный нюанс. Микрофоны, подключенные не в передатчик, а сразу напрямую в камеру, вдруг отказались работать. Звук с них в камеру не поступает. Я проделал этот эксперимент с целью понять количество шумов, привносимых самой системой приемник-передатчик, и был немало удивлен, что использовать эти петличные микрофоны с камерой напрямую не выйдет, по крайней мере, так на Sony 6400. И также не получится подключить напрямую микрофон через переходник к смартфону, звук не идет, а вот с передатчика отличный, без проблем. Но это я так, на всякий случай, может это для кого-то важно. Ну и какой можно сделать вывод? Это, конечно, не Sennheiser, но в целом весьма приличное качество звука. Чего не сказать о меховой ветрозащите. Меховые ветрозащиты, идущие в количестве 2 штук как подарок, очень плохие. Лучше брать комплект дешевле, но без них. А ветрозащиты купить отдельно. Причем старайтесь выбирать не те, что симпатичные, а те, что погуще и пожестче. Они будут работать. Многие жиденькие и тоненькие не будут хорошо защищать от ветра.
А у нас тест дальности беспроводного петличного микрофона. И я начну отходить и считать шаги. Таким образом, нам удастся определить место первых обрывов связи или помех. Туда я пойду с передатчиком спереди, соответственно, у нас не будет сигнала, а обратно я пойду, когда передатчик будет развернут прямо на приемник. Соответственно, у нас будет сигнал. Ну, давайте начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51. И вот я ушел совсем далеко. Вот теперь передатчик в прямой видимости. Здесь, я так полагаю, ну, наверное, порядка 30 метров, вряд ли, ну, может быть, 40, вряд ли больше. Поскольку я насчитал 50 шагов. И я возвращаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну вот, я и вернулся. Ну что тут можно сказать? Как говорится, без комментариев. И мы движемся дальше. Наверное, есть люди, которые смотрят сейчас меня с целью понять, можно ли снимать с этими петличными радиомикрофонами художественные фильмы. Думаю, я тут вас разочарую, я бы не рекомендовал. Именно из-за питания приемника и передатчиков. Если на съемку обычного интервью вам потребуется как раз около 3-4 часов, чтобы получить на выходе от 40 минут готового материала до, скажем, 1,5 часов, то при съемке фильма необходимо, чтобы петли были включены в среднем по 8-10 часов в смену, что явно не относится к данным радиопетличкам. Да и сами петличные микрофоны такого размера спрятать на актере значительно труднее. Все-таки размер имеет значение. А вот если вы ведете свой YouTube-канал или страничку в Instagram, и вам необходимо записывать интервью с 2 людьми в кадре, то на данный момент беспроводная петличная двухканальная радиосистема Yichuang является, пожалуй, лучшим вариантом за свою цену в компактном форм-факторе. Просто must-have. Только следите, чтобы не было помех радиосигнала. Напоминаю, беспроводные петли очень доступные. И вот тут без циферок не обойтись. На AliExpress они легко покупаются за 75-78 евро со скидочкой, то есть, грубо говоря, за 6500 рублей. Хотя сам производитель, на секундочку, хочет за них 200 евро, а это уже переваливает за 16 тысяч рублей. Да и на Amazon и на других платформах цены у них гораздо выше. Короче, берем, пока есть промо-цена, просто бросовая. Что будет дальше, неизвестно. Сами ссылки я опубликовал в своей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Вливайтесь и будьте в теме. А ссылки на магазин, где брал я, найдете под этим видео. Попробуем посмотреть, что вообще есть на рынке за такие же деньги или с подобными характеристиками. Комика, Роде, Боя, Saramonic – все они стоят минимум в 2-3 раза дороже. Вот, кстати, интересно понять, лучше ли они в такое же количество раз. Есть ТЛК двухканальная около 40-42 евро. Качество не сравнивал, думаю, ТЛК уступают. Но работают они на батарейках, громоздкие, из дешевого пластика. И выедают, кстати, по 6 батареек каждые 4-6 часов, что тоже накладно. И тратиться в дальнейшем придется весь период эксплуатации. Есть над чем задуматься. В итоге свои 6500 рублей Yichuang VM500TX2 однозначно и легко отрабатывает. Ну а если вы не стеснены в бюджете, я бы советовал добавить и взять что-то типа Rode, Saramonic, Zoom или Sennheiser. Там явно уровень повыше, но и цена комплекта в 3, а то и 10 раз выше. Вот и думайте. И если есть мысли на этот счет, делитесь ими в комментариях. А я свое дело сделал, своими впечатлениями поделился. Не забывайте нажать на колокол. Желаю отлично всем провести остаток лета.